Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиола. Ну что, у меня сегодня есть огромнейший план, и я так понимаю, Гоблин сегодня мне поспособствует в этом. Поэтому смотрите, план состоит в чем? Я хочу сегодня сыграть на орках плюс богах. Но играть я буду не как обычно через Эгиду, да, а я хочу поиграть через Шамана Лавы. Тут, в принципе, есть, кстати, Хускар, есть пятерка дух. В принципе, я смогу реализовать это. Даже есть цветка, кстати. И цветку я, наверное, тоже смогу реализовать. Но пока не знаю, получится ли. Короче, я не буду загадывать. Это, знаете, я как вы сейчас загадаю со старта, то, что я хочу то, сё, а получится третье совершенно. То есть, вообще, то, которое сюда даже не вписывается. Как-то так. А еще, ребята, огромное спасибо каждому, кто мне помог купить пауэрбанк. Огромнейшее спасибо за ваши донаты. Я в телеграм-канале уже написал по этому поводу, что я купил банку за ваши донаты. Поэтому огромное спасибо вам, ребята. Это очень мне помогает. Особенно в текущий момент. Вот прям, знаете, нереально это поможет. Огромное спасибо каждому. А еще я, как обычно, по стандарту говорю в каждом своем ролике, у нас есть телеграм-канал, у нас уже почти 200 человек там, а конкретно сейчас 195. Поэтому, кому это интересно, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что я там веду личный блог, пишу информацию по игре, спама никакого не делаю, как-то так. Ну и, в принципе, выражаю благодарность своим подписчикам. Вот. И огромное спасибо за каждый ваш лайк и комментарий. Ребят, потому что каждый ваш лайк и комментарий, если что, он мне реально очень помогает в развитии канала, так как каждый лайк и комментарий продвигает мой ролик в тренды и рекомендации. Поэтому не постесняйтесь, не забудьте оставить свой лайк и комментарий. И погнали дальше в каточку еще. А еще цель 5000 подписчиков. Поэтому, кто сейчас на меня не подписан, обязательно подпишитесь. Давайте посмотрим расширенный пул. Вечный наблюдатель. Тут орки уже у чувака со старта. Ну так нормально там, кстати. Я, наверное, знаете что? Я возьму пока что вот так вот. Я не буду как-то брать по-другому. Я возьму АЭМа и возьму Тиника. Блин, это павкоблинов. Я сразу тогда возьму 4 уровень. Возьму 4 уровень. Опа, колечко. Обалдеть. Обалдеть. Все. Все, жизнь удалась. Жизнь удалась. Орки мне вообще не идут, как мы видим. У чувака уже тинкер в двойку там. Угу, понял. Понял, принял. Ну, как бы... Ладно. Дискорд, кстати, я сейчас закину флокверка, потому что нужно в него закидывать, так как он сразу используется. Если у вас, допустим, в тинкер, если бы вы закинули, то тинкер бы юзнул дискорд здесь, либо здесь. Ну, скорее всего, он бы юзнул его здесь, но полетел бы он здесь. Ну, короче, анимация показала, что он здесь был бы. Как-то так. Почему я закинул все скиллы сейчас тинкера, объясню. У тинкера 3 ракетки по 150, а у Лины 400 урона просто, но один нюк 8 секунд. Хотя на самом деле, если так рассудить, то Лина будет как-то, знаете, даже поприятнее. Блин, мне как-то неплохо приходит. Я бы на самом деле, вот... ну я не могу никогда выйти в 10 монет. Похоже, да, я не смогу выйти никак в 10 монет. Ну, то, что там у чувака, конечно, тинкер в двойку, это для меня проблема. Тут, получается, вот чувак будет на орках плюс богах. Вот у меня есть лютое подозрение, что именно он будет на них играть. На самом деле здесь еще прикольная игра для шамана, потому что есть цветка. И в принципе, игра обалденная еще для цвета. Может получится цвет сделать. Еще мехи есть. Кстати. Уже ничего не поменяли? Нету механизмов в расширенном пуле? Потому что вышел патч, если что, я в нем написал о нем в телеграм-канале. Поэтому, кто еще не в курсе, зайдите в телеграм-канал, я там написал, какое обновление вышло. Оно не критическое, но о нем нужно знать. Кстати, я не тестировал элементалистов, надо будет потестировать их, поэтому... Короче, некоторые моменты мне ставят сомнения по поводу элементалистов. И чтобы дизинфу сейчас не вкинуть, я лучше сам проверю для начала, а потом уже все остальное будет. Кстати, спасибо, Тиник, что ты его подкинул, потому что когда ты его подкинул, мой Тинкер закинул 3 ракетки, и они просто в никуда полетели. Спасибо, дорогой. Спасибо. Просто. Ты сладкая булка, которая, ну вот, очень помогает мне. Вот очень. Руина ходячая. Блин, на самом деле можно было баф людей поставить. Зачем я собаку продал? Лину оставить или скипнуть? Да ладно, я орка скипну немного. Орк, конечно, это хорошо. Орк, конечно, это хорошо. Но
10 монет мне больше нравится. Потому что в 10 монет, с 10 монет я могу максимально быстро выйти в инкам. Даже если сейчас проигрывать буду, а я, скорее всего, буду проигрывать, потому что у чувака там, ну, извините, тинкер в двойку. А тинкер в двойку это, ну, не шутка. Тинкер в двойку может нормально так по чердаку накидывать. Все-таки у него каждая ракетка по 250 накидывается. Еще 6 секунд КД у него. Тут хотя бы поменьше получить по лицу. Ну, классно. Я ни одного персонажа не убил, еще и волков он насумонил. И минус 9 за раунд получил. Во! Спасибо. Так, Лина, все, гуляй. Спасибо тебе, конечно, за твою службу. Ну, давай ты погуляешь. Так, идут мне, в принципе, неплохо даже тролли. А что я могу с троллями сделать? С троллями я могу сделать себе синергию Киры. Правильно? Тут нежить будет. Интересно. Или Эмбер будет через богов. Ну, скорее всего, я, наверное, буду либо гоблинов делать. Ну, у чувака там обалденные гоблины, кстати, выпали. Я либо буду делать гоблинов, либо же буду делать троллей через алхимика. Так, ТБ мне не пришел, поэтому гуляй ты лесом. Я хотел еще попробовать ТБшку забудить и... Ой, забудить. Короче, поняли. ТБшечку взять, сыграть через него. Может быть, получилось. Но, как видим, игра решила иначе. Вот чуточку иначе она решила все-таки сделать. Так, спасибо, что не шотнули мне Тинкера, спасибо. Ценю, люблю. Целую в пузо, как говорится. Но у меня, в принципе, сейчас не совсем все плохо и не совсем все хорошо, я считаю. Я так сделал, я лучше в 21 монетку выйду. У меня на самом деле Ведьмак это так идет, он прям говорит, ну пикай меня. Пикни меня. Я его продал, купил, продал, купил. Ну, на самом деле, мне бы хотелось сыграть гоблины, мехи через цвет. Я думаю, это было бы очень круто. Для нежити здесь игра явно не будет. Я более чем уверен, что этого не будет для нежити. Потому что нежить, в принципе, контрится элементарно моими любимыми шаманами. Можно было бы взять на самом деле уровень и попробовать найти... Ну, сделать ставку все-таки на уровень. Может так и получится, хотя... Не, с Линой я попрощаюсь. Если сейчас я раунд выиграю, я возьму уровень. Если не выиграю раунд, я уровень брать не буду. А тут, скорее всего, я выиграю раунд, поэтому я беру уровень. Вот, все. А почему я так делаю? Смотрите, я в любом случае выиграю раунд, получаю плюс одну монетку, и, в принципе, все. Все шикарно. Меня все устраивает. О, ну, Омника надо брать. Я даже, наверное, даже в Омника больше все закинул и поставил бы ставку на него. И поменяю, кстати, гоблинов. Объясню, почему я так сделал. Смотрите, если этот гоблин добьет сейчас кого-то, то я получу монетку. Бонус суммируется за, ну, по каждому за раз. Каждый гоблин дает разный бонус по монетке. Вот. Я думаю, понятно выразился. Если нет, то... попробую сейчас еще раз, немножко точнее. Каждый гоблин имеет свой бонус на игру по поводу доп. Монетки. Вот так. Боже, можно мне так двойки будут приходить? Обалдеть. Блин, забыл немножко поменять. Ладно. Давай, чистым хиль. Эгиду. Хорош. Вот плюс одна монетка. Видели? Заабузил. То есть один гоблин дал одну монетку, и второй гоблин дал еще одну монетку. Хотя здесь я выиграл. Нормально так. То есть у меня сейчас на 10-м раунде... Хорош. Это я одобряю. Это я одобряю. В любом случае. Вместо Клокверка я поставлю сейчас так. На самом деле я бы 2 троллей продал. Но если у меня тролль в двоечку соберется, то я бы оставил. Или продать. Или не продать. Нужен ли он мне, этот тролль? Ладно, не нужен. Я поверю немножечко все-таки в гоблинов. Надеюсь, это будет не ошибкой. А если это будет ошибкой, просто, ну, просто слезы будут. Ну что-то, ну, так бывает. Давай, только мобам не проиграй. Давай еще сейчас еще одна цветка придет, я буду играть через цвет 100%. 100%. Кстати, кто не знает, вот мало кто учитывает этот бонус, но у механизмов есть плюс 50% к регенерации эффекта, ну, к регенерации хп. То есть любой айтем, который регенерирует хп, он будет работать на 50% лучше. Но это вдруг кто не знает об этом.
What is it? What is it? Это что? Что это такое? Обалдеть. Это Нет слов. Цветку я скипать не буду в любом случае. Потому что цветка это имба. Кстати, по поводу этого я, наверное, поменяю. И я, наверное, все-таки бабки сделаю просто мана плюс 40. Ну, кстати, гоблинов, я так понимаю, намного легче стало собирать. Благодаря тому, что есть бабка. Бабка, конечно, сейчас порезанная очень сильно, да, но она в любом случае, посмотрите, сколько импакта вносит. То есть, подумать, вот можно немножечко так подумать и собрать бабку через богов. Это будет вообще разнос, наверное. Я не знаю, на самом деле, как оно будет работать, но я думаю, это будет очень сильно смотреться. Я роллы не буду тратить сейчас, я их буду тратить немножечко попозже. То есть, у чувака вон тоже цветы собрались. Джаггер в двойку, обалдеть. Это, кстати, магический урон. А, это физический урон. Кстати, если это физический урон, то у меня магического урона не будет от слова совсем. Я скипну этот дискорд. Скипну эти предметы. Мне, ну, палка как бы... Не особо мне нужна, на самом деле, эта палка. Но я ее возьму чисто для того, чтобы заобузить бабку. Чтобы у нее как можно быстрее была скорость атаки, чтобы она больше тычек наносила. И тем самым быстрее ману регенила. Не, ну баф гоблинов со старта именно вот такого вот ранее, это прям лють. Ну, кстати, я его выиграл здесь. Кто не понял, как я заванговал, вот смотрите, даже сейчас какая ситуация бы ни была, я сейчас его выиграю по-любому. Почему? Ну, я думаю, я уже всем об этом уже миллион тысяч раз говорил, но... Ну, боже, какая бабка жесткая. Наводите, короче, вот сюда, там, где ожидаемый доход. И видите, за серию побед +1. Если бы там было +0, то я бы, соответственно, не выиграл бы его. Ну а так, сюда, детка. Так, ну начало мне нравится. Вот. Я возьму рыцарь. Все равно из инкама вышел. Пусть баф рыцаря немножечко будет. Но, кстати, теперь можно было бы монетку. А если я бы закинул сейчас монету, точнее блинк, в бабку, у нее все равно много хп. Я не думаю, что она будет быстро умирать. Плюс у нее сейчас баф есть гоблинов. Так как это... А, это же еще не механизм. Механизм это резачок. Ну ладно, в принципе, 7 уровень. Я надеюсь, мне ранняя цветка выпадет, будет вообще песня. Вот серьезно, выпадает ранняя цветка, все, игра просто удалась. Вот. Мой черный рот сейчас мне скажет, что нет. Не, ну, все-таки, я думаю, не ошибка закидывать ману сразу. Думаю, не ошибка. По крайней мере, я хочу в это верить. Блин, хекс прилетел. Неприятненько. Можно мне уже гоблин этот в двоечку придет? Я хочу плюс 3 монетки поиметь. Не, ну, я хочу бабку собрать в тройку. Ира, конечно, на нее не работает. Кто не знает, вдруг чего. Когда бабка активирует свою способность... Как вкусно выглядит это все. Короче, когда бабка активирует свою способность, она только модификаторы атаки может делать. То есть это криты и всякое такое. Если у вас будет 1000 урона с руки, и когда она заюзает этот скилл, она не будет наносить 1000 урона, она будет наносить 100, 150, либо 220. Запомните этот момент. Многие ребята об этом не знают, и они, ну, мягко говоря, кекаются от этого. Кстати, я бы мог сейчас сделать себе билд посильнее. Намного посильнее мог бы сделать. Надо подумать сейчас. Но я просто, наверное, лучше на 8 уровне все-таки паролюсь. Даже если я проиграю свой стрик, то лучше на 8 уровне паролиться. Вот у меня такое впечатление, что действительно лучше так. Сейчас посмотрим, кстати. Лина там нормально так раскочегарилась. Тихо, Линочка, откисай. Молодец, Лина. Правильно делаешь. В могилу. 70 монет уже. Выйду из инкама, поставлю вот так вот полностью. Так. Мне нужно усиление, поэтому давайте немножечко паролим. У меня есть 3 халявных ролла. Это что? Что это такое? Что это такое? Ладно, это не надо мне. И ты мне сейчас не нужен уже. Все, гуляй. Гуляй, дорогой мой.
Ладно, тоже скипну. Палка, кстати, у меня есть. Я вообще за нее забыл. То есть у меня все время палка сейчас нигде не была или как? Я сейчас не понял. Я никому палку не дал? Что за бред? Боги-маги тут будут. Ага, значит мне по-любому здесь шар бездны нужен. По-любому. Я думаю, он не вылетит. И маг-дракон еще собирается. О, боже. Тьфу, тьфу, тьфу. Не хочу ничего говорить. Но вы сами все видите. Это круто. Просто круто. И ничего больше. Обезруш, шар бездны. А что я хочу? На самом деле мне в действительности бы понадобился шар бездны. Тут маги по-любому будут. Скипать я точно этого не хочу. Чувак вот тут вылетает, тут маг. Я безруш просто очень сильно, понимаете? Ладно, я выберу шар бездны. Как бы я сильно не хотел, но шар бездны это лють. Имба. Кстати, вот так вот не делайте, как я сейчас, видите, сделал. То есть ни в коем случае предмет перед началом раунда не разбирайте, потому что вы лишите себя бонуса. А это делать, ну, критически не нужно. Кстати, смотрите. А почему только на... Не понял. Как работает сейчас шар бездны? Плюс 3 монетки, кстати, сюда. Ядров на 50% увеличивает магическое сопротивление. Почему только он себе увеличил магическое сопротивление? Не понял этого момента, но надеюсь, скоро пойму. Так, мана плюс 40, это тебе я закину, дорогой мой. Алхимик сейчас довольно-таки огромный. Тьфу-тьфу-тьфу. Можно будет синергию Кира поставить. Это вообще шикарно будет. Чувак, там тоже хочет на гоблина сыграть или что? Не-не-не, дорогой, ниша это занято. Я хочу на них играть. Я, наверное, сейчас халявные роллы немножко поберегу. И на 9 уровне паролю немного. Хотя, может, даже до 10 нужно дотянуть. Скорее всего, нужно попробовать до 10 дотянуть. Дотянуть до 10 будет вообще шикарно все. Боже, я хочу бабку в двойку. Она очень сильная. Просто если она вам ранее приходит, она очень сильная. Очень много импакта от нее. Но все равно не пойму, как шар бездны работает. Он только работает на 1 единицу. Я выйду из инкама, но поставлю цвету. Вот это... Это очень, очень, очень хорошо. Обалдеть. А зачем я только что продал бога? Можно вот узнать у себя, дурачка? Зачем я только что это сделал? Ну ладно, в принципе, у меня ранний 9. Я, наверное, сейчас мог бы взять 10 ранний. Чуваки просто смотрят на меня и не понимают, что происходит. Ребята, если честно, я сам не понимаю, что происходит, поэтому на меня не смотрите. Я не знаю, что происходит. Как работает сейчас? А, вот, видите, у него плюс 50 сопротивления стабильного, плюс... смотрите, 50% стабильного. И 50% еще накидывает. Но им, себе он 25 добавляет, потому что у него и так 50 есть сверху. Ну, извините. Извините. Там чувак за меня порадовался, ну... Не всегда мне так везет, вот серьезно. Так мне очень редко везет. Вот прям настолько. Настолько редко везет, что, ну, диву даешься. Я бы на самом деле предметы бы закинул в цветку. Но я надеюсь, сейчас вертолетик выпадет. Если выпадет вертолетик, ну, это просто будет нереальная игра, это что-то будет на, ну, на невозможном. Я сплю, скорее всего. Тык-тык-тык-тык-тык. Не, ну когда вам гоблин со старта приходит, особенно в тройку, боже, какой он дисбаланс делает по экономике игры. В игре. Вот, то есть, смотрите, если он 2 раза в единицу пришел, а на 3-м раунде в двойку, он просто лютый дисбаланс делает. Настолько лютый, что просто диву даешься. Яичко.
На самом деле меня могут законтрить. Причем очень сильно. Там чувак через цвет будет играть. У меня, конечно, есть алхим. Есть магический деф. Почти от всех, допустим, но от этого у меня точно есть магический деф. От других такое, 50 на 50. Я, кстати, сделаю сейчас такую расстановку, потому что шар бездны не достает по всем, видите? Кстати, поменяли немножечко патч. Я, если честно, в этом патче играю сейчас первый раз. То есть, вот это моя первая игра в этом патче. Боже, ну посмотрите, ну это так красиво смотрится, боже мой. Ну это реально очень красиво смотрится. Тьфу-тьфу-тьфу. Кстати, криты я закину сейчас в бабку. Хотя на самом деле это плохо, то что я закидываю бабку, так делать не стоит. Я выйду из инкама, возьму 10-й. Не повезло. Чуточку, но не повезло. Ну, я думаю, если бы не еще раз повезло так, чуваки бы там просто откисли бы, не знаю даже чего, так, обезоружь. Я беру обезоружь и закидываю в цветку. И закидываю еще цепочку в цветку. Я сейчас объясню, почему именно так сделал, а не как-то по-другому. Так, бабка. Ну, мана плюс 40, это уже, конечно, круто у тебя, да? Я, наверное, бабку еще оставлю такой. Бабка очень сильная. Так, кстати, тоже у чувака фулл гоблина, но у него немножко билд посильнее будет, как по мне. Хотя у меня магический деф есть. Но у него прям двойки, но у меня тут цветы. Я бы хотел цвету в тройку собрать. Боже, если мне сейчас придет, дай бог, вертолетик, я постараюсь цветку в тройку собрать. Соберется она в тройку, боже, тут игра точно будет моя. Тут никто мне ничего не сделает. Только если придет ко мне цветка в тройку. Но тут, ну, тут раз, два, три. Три чувака играют на гоблинах, на механизмах. И очень плохо для меня. Это тут чувак будет через алхимика играть вообще. Там будет алхимик керри. Но я алхимика буду скупать. Что, не думают, что я самый лысый. По поводу, почему я закидываю в цветку. Видите? Раз цветка, два цветка, три цветки. И все они с предметами. То есть там три обезоружия, три цепочки накидываются. Вау. Ну ты издеваешься надо мной. Ну какой? Ну, вот так вот. Ладно. Беру свои слова назад. Хускара я поставлю. Почему нет? Я бы, если честно, все деньги бы сейчас сролил. Абсолютно все деньги сролил. Чтобы просто попробовать себе найти что-то. Но я хочу себе оставить подушку безопасности в виде 50 монет. Это нужно делать, вот, оставлять 50 монет, потому что если сделать немножко как-то по-другому, не оставлять 50 монет будет, мягко говоря, не очень. Не очень хорошо будет, мягко говоря. Кстати, чувак-то он просто две цветки опять в двойку нашел. Можно мне так? А, он все деньги строил, чтобы две цветки найти в двойку. Ну, в принципе, это логично. Против чистого урона дефа у меня никакого нету. Но он меня еще может вынести, кстати. Причем в легкую. Вот, кстати, видите, 3 цепочки и 3 безоружия там было. Вот на бабке безоружия там висит. Хрустальный топор. Отлично. Сюда давай. И я в цветку закину. И, кстати, в цветку я, наверное, закину все предметы сейчас. Она очень сильная. Дай бог мне сейчас придет цветка, еще одна в двойку. И вертолетик. Это ж просто будет имба. Нереально. Давай, вертолетик. Я говорю, вертолетик. Это такой летающий механизм, знаешь, такой... Он мне нужен сейчас. У чувака сильнее стол намного. Хоть у меня есть вот такие вот предметы, кстати, хп я тоже закину у него, потому что у нее мало хп, а она может откиснуть очень быстро, поэтому алхимик у меня чисто так, знаете, как бафер. Просто бафер. Так, и надо еще раз посмотреть, как у тебя там 300 в радиусе, в 2 клеток, в принципе. А, ну да, все нормально. Справа-слева будет под бафом. Да, 50%, отлично. Так, мистер Фаджат, хорошо. Так, сейчас если я вынесу его, то будет минус 1 гоблин, и это хорошо. Ну, если вынесу, конечно, у него сильный стол. Очень сильный. Да не, ну... Тьфу-тьфу-тьфу. Чувак ливнул, походу, или что? Но у него сильный стол вот этого, Бэр Рейнин. Но тут еще есть гоблин, не стоит забывать о нем вообще. Все, моя удача, походу, ушла. Похоже, моя удача меня покинула. Кстати, знаете, что я туплю? Не, ну криты надо оставить, наверное. Я бы еще какие-то предметы бы рольнул, но я хочу обезоружие оставить и хочу цепочку оставить. Все-таки 3 цепочки, 3 обезоружия.
Это нереально. Это нереально мощно, нереально сильно. Там чувак вылетает или что с ним происходит, я не пойму. Тут боги магии, но... Просто посмотрите. 3 обезоружия, 3 цепочки. Там чувак на линии просто постоял АФК. А еще у меня есть шар бездны, который просто нереально меня дефает. Песня. Это песня. Вот этот бы лук поменяли бы, хотя бы скорость атаки докинули. Но реально бесполезный лук. Что это такое? Вы, ну, понимаете, что это? Это называется ГГ. А? Ой-ой. Мехов нельзя выставлять фуловых. Я сейчас объясню. Когда вы на мобах, мехов фуловых нельзя выставлять ни в коем случае. Потому что вам не выдаст, ну, вам не дадут золотой роль. Вот что такое? Почему, когда я хочу объяснить, я все время начинаю какую-то нести нелепую белиберду? Короче, нельзя ни в коем случае выставлять механизмов фуловых, чтобы получить золотой ролл. По той лишь причине, что вам он не выпадет. И даже обычный не выпадет. Поэтому будьте с этим предельно осторожны. И не делайте такую ошибку. Не, ну яйцо я оставлю. Что мне тут выпало? Иллюзии. Кстати, да. ПП, иди отсюда. И кучу сейчас бесполезных предметов рольну. Давай... Вот так вот я сделаю. О, нет, надо было бессмертие ролять. Но мне на самом деле скорости атаки не хватало, поэтому пойдет. Просто пойдет. Сейчас, если буду выигрывать и механизмы будут живы, боже, ребята, вы не представляете, что сейчас будет за экшен происходить. Кстати, если бы мне выпала гномья брошка, я бы просто здесь разваливал все и вся. Кстати, там чувак довольно-таки сильный. Маги у него плюс боги. О, ну тут я сейчас, скорее всего, получу немножко свое, то, что хотел. Но я очень сильно хочу цветку в тройку собрать. Если бы у меня было, надо было бессмертие брать. Но мне просто не хватало реально скорости атаки, поэтому я взял скорость атаки. Так, минус чувак. Все, давай, пока. Спасибо за золотой ролл. У тебя ж нету золотых роллов? Ой, какая же ты бусинка. Без золотых роллов. Ух ты, какая прекрасная тема. 2 темпларки. Ну, я возьму. Пусть будут. Лишними они явно не станут. Так, этого чувака как-то так поставим. Вертолетика чуть поближе. У нее не хватит дальности боя. Так, тут Хекс. Этих ребят как-то так надо ставить. Ну, это жестко. Да какая темпларка? Ну, зачем она мне нужна? Я буду вертолетика собирать и остальных. Кстати, я... Гримтач я все-таки продам, оставлю этот. Пусть ману высасывают. И вот так как-то сделаю расстановку. Чтобы точно хватало мне расстояния от шар бездны, потому что там есть маг-дракон. Просто посмотри. А что иллюзии только одни? Я сейчас не понял. Типа на цветке не распространяются все иллюзии? Серьезно? Ну это как-то грусть. Это реально грусть какая-то. Ну ладно. Я надеюсь, я тут чуваку Винстрикс обью. Сбил. Шикарно. Так может ты просто придешь сейчас в стройку? Без всяких там ахалай-махалай? Кстати, напишите, вот напишите в комментариях, на каком все-таки раунде ко мне пришла цветка и пришли мехи. Вот напишите в комментариях мне вот реально, на каком раунде, на какой минуте мне пришли цветки плюс мехи, фуловые, золотые.
Боже, ну это жестко. Это серьезно, очень-очень жестко. Посмотрите просто. Чик-чик-чик. Боже, ну бабка, конечно, ну, нормально так вкидывает, я смотрю. Но у нее, кстати, цветки тоже очень сильные. Но все-таки цветку, ну, эту не перебьешь. Минус 16 пока что. Что это? Что это такое? Что? 29-й раунд, цветка в тройку. Это рофл? Я такое давно не видел, ребят, чтоб мне настолько лакшери было. Настолько везло. Не, я сплю, наверное, ребята. Ну, щипните меня все. По-быстрому такой. Я, наверное, все-таки сплю, но чтобы мне цветка в тройку приходила. Просто на 29-м раунде у меня цветка в тройку. Обалдеть. Просто посмотрите на этот разрыв. Мне не хватает парочку хороших предметов, и там просто без шансов. Тут уже без шансов. Просто посмотрите, сколько ему еще в лицо прилетит. Хочу бабку в тройку. Сколько? Минус 28, ладно. Сейчас мобы. Давай еще вертолетик. Ну, я, наверное, на вертолетика не буду так капать. Кстати, помним, да, фулл мехов мы не будем ставить. Обузим эту тему. Кстати, резак стырил, точнее, Грангерль стырил скилл резака. Солидно. У чувака фулл мехов, но он, походу, не знает, то, что фулл мехов на мобах ставить нельзя. Мне, если что, вот за фулл мехов, сразу скажу, мне написали об этом в комментариях. Я об этом тоже не знал, что фулл мехов нельзя выставлять на мобах, потому что ты не получишь халявный ролл. Только в обычных раундах ты получаешь халявный ролл. На самом деле это правильно. Потому что если бы я на мобах получал золотое сердце, это было бы лютый дисбаланс. Да не, я сплю, серьезно, я просто сплю. Ущипните меня, но это нереально. Так мне очень, ну, давно не везло настолько сильно. Это ж просто, ну, нечто. Просто нечто. Цветка еще одна пришла. Это последний раунд все равно. Смотрите, тут... Что тебе там упало? Вот и Кириш. Кириш кого? Ой-ой-ой. А у него там сильные предметы, кстати. Еще одни молнии. Не, мне надо было хекс брать. Не, ну криты тоже очень сильно. Криты тоже очень сильно. Кстати, против магии, я думаю, сейчас мне нечего особо ставить. Есть у меня такое впечатление немножечко. Кстати, тут он реально цветку закерил. Да, у него там взгляд бездны есть, все такое, но, по-моему, это ошибочка немножко. Тут, по-моему, без шансов. Все, не, это без шансов. Просто посмотрите, сколько безоружия, сколько контроля. Я его просто без шансов вынес. Не, ну, ребята, это какая-то лакшери игра. Так мне очень давно не везло. Чтоб настолько сильно, давно мне так не везло. И плюс 19 рейтинг дали. Я считаю, здесь комментировать даже нечего. Тонкость цветки я объяснил. Когда у вас баф двух цвет, все предметы, которые находятся в цветах, они работают. То есть 3 безоружия, там 3 цепочки. Если вы, допустим, взяли там, вот, если бы я сейчас взял 4-го тира цепочку, то у меня бы сработало 3 цепочки. И на самом деле, наверное, стоило мне бы взять, хотя... Ну, наверное, стоило. Хотя не знаю. Стоило или нет, напишите в комментариях. И мне кажется, стоило, потому что это был бы массовый контроль, они бы ничего не делали, а так у меня обычная цепочка первого тира стояла. Хотя я нашел лучшую шмотку, это криты. И это реальный развал кабинета был. Мне так давно не везло. Реально давно. Ну, комментировать здесь нечего, поэтому, ребят, лайк, комментарий,
подписка. Идем к 5000 подписчикам. Не забудьте то, что есть телеграм-канал, ссылочка на него в комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.